Друзья, приветствую всех на своем канале. Сегодня в сборке процессор от Intel 12-го поколения, видеокарта NVIDIA 4000 серии и корпус фирмы Zalman. Как и в прошлом видео, это будет сборка на продажу. Забегая вперед, скажу, что весь компьютер построен вокруг процессора и материнской платы, так как они у меня уже были в наличии и их нужно было реализовать. Будет еще несколько подобных видео, где я буду собирать компьютеры на продажу вокруг уже имеющихся комплектующих. В свое время запчасти покупались на распродажах, и теперь они пойдут в разные сборки. В качестве корпуса был выбран продукт компании Zalman. Когда я его увидел, мне сразу захотелось собрать в нем ПК. Мне очень нравятся корпусы с отделкой под дерево. В будущем планирую снимать такие корпуса почаще. На данном корпусе много перфорированных элементов, особенно много их на задней стенке, это определенно хорошо скажется на отводе тепла из корпуса. В прошлом ролике я хвалил компанию Lianli за то, что они поставляют крепежные элементы в пластиковом кейсе. Zalman тоже не отстает в этом плане, их кейс выглядит еще более солидно. Также в комплекте были наклейки и держатель для видеокарты. Корпус поставляется с 3 фирменными вентиляторами, которые я решил сразу снять. Если бы у меня не было этого процессора на руках, то я бы предпочел собрать новый ПК на Ryzen 7 500F. Разница в цене всего 2000 рублей. А разница в мощности около 35%. Одна из самых недорогих материнских плат на сокете LGA 1700. Я бы не рекомендовал брать материнские платы с таким чипсетом под наш процессор. Но другой материнской платы у меня под рукой не оказалось, а покупать еще одну плату я не стал. Да и мои покупатели обычно редко занимаются апгрейдом, и эти сборки остаются в таком виде до момента продажи уже самим клиентам. SSD фирмы Epos на 1 терабайт, недорогой и быстрый. Радиатор уже наклеен с завода. Оперативная память той же фирмы. 2 планки по 16 гигабайт каждая. Такую же оперативу я использовал в прошлом видео. Кулер для процессора от компании Thermalright. Простой и, главное, качественный кулер. Для наших задач его хватит с головой. Рамка коррекции изгиба процессорного сокета. Винты нужно закручивать без усилия. Можно и без нее. Родного крепления точно хватит. Просто она у меня была в наличии. Друзья, если вам нравится мой контент, то, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, это очень сильно помогает в развитии моего канала. Предвижу комментарии под видео. Вот зачем ты купил этот процессор? Зачем ты купил эту материнскую плату? Зачем такой дорогой корпус? И так далее. Про процессор и материнскую плату я уже говорил в начале видео. По поводу остальных комплектующих, которые, по мнению некоторых зрителей, слишком дорогие, хочу сказать, что если я соберу ПК в простом корпусе и с невзрачными вентиляторами, то этот компьютер точно не продастся быстро. А скорее будет долго ждать своего покупателя на полке. Так что извините, но собирать ПК в коробке из-под обуви мне невыгодно. Экономия — это ведь не всегда хорошо, иногда думаешь, что лучше бы не экономил. Так что дважды думайте, где покупаете и что покупаете. Купил 3 штуки, 2 из них реверсивных, они пойдут вперед, один обычный, он будет на выдув. Купил этот вентилятор только ради маленького дисплея. В целом выглядит неплохо, но из-за нестандартной толщины я кое-как его установил на радиатор.
Корпус в сборке удобный. Есть много технических отверстий для прокладки проводов, а также перфорированных элементов внутри и снаружи корпуса. Держатель для видеокарты я решил убрать на всякий случай, а то он касался лопастей нижнего вентилятора. В нижней части корпуса присутствует пылевой фильтр на магните. Похожий блок я использовал в прошлом видео, только там он был на 800 Вт. В прошлый раз была более прожорливая видеокарта. Всегда стараюсь брать блок питания на 100 Вт больше, чем требуется для видеокарты. Особенно это актуально с блоками, у которых нет сертификации 80+, так сказать, на всякий случай. Это экран на 3,5 дюйма. Может показывать температуру процессора, видеокарты, нагрузку на сеть и так далее. Вся отображаемая информация настраивается в приложении, которую можно скачать с официального сайта. Питается этот экран от провода Type-C, но только от своего. Другой провод не подойдет. Эту видеокарту вы могли видеть в одном из моих предыдущих видео. Данную видеокарту мой клиент купил в 2024 году в ДНС. Когда он ко мне обратился, у него были деньги лишь на мощный ПК без видеокарты. Ее он хотел купить позже. В начале октября 2025 года клиент купил себе 5070, а эту видеокарту он продал мне по вполне приемлемой цене, учитывая идеальное состояние видеокарты и наличие действующей гарантии в ДНС. Но и как оказалось, 5070 тоже временная видеокарта для того ПК, со временем клиент накопит денег на 5080 или может даже 5090, а 5070 он вставит в еще один свой ПК. За те же самые 35 тысяч рублей на Авито можно купить 5060 Ti на 8 ГБ, но правда с гарантией на 1 неделю. Как вам такая сборка? Поделитесь своим мнением в комментариях. Если у вас есть идеи для игровых сборок, вы можете поделиться ими в комментариях. Мне и моим зрителям будет интересно почитать про разные варианты сборки. Следующим роликом, скорее всего, выйдет видео про сборку бюджетного ПК вокруг видеокарты 5050 и процессора Ryzen 5500. Так как он уже собран и видеоряд готов к монтажу. А вот после него, скорее всего, будут две сборки на процессоре Ryzen 7500F. Одна сборка для клиента без видеокарты, а вторая на продажу с видеокартой 5060 Ti. Запчасти к этим сборкам еще в пути, жду поступления в ближайшее время. В комплекте с экраном только раскладной пластиковый держатель очень сомнительного качества. Поэтому приклеил на экран пару полосок магнитной ленты, чтобы его можно было легко примагнитить к корпусу. Очень порадовала тишина при работе вентиляторов. Скорость вращения вентилятора охлаждения процессора не превышала 900 оборотов в минуту. В прошлой сборке пришлось подключать кулер к RGB-контроллеру, чтобы дисплей начал показывать хоть какие-то цифры. В этой сборке кулер подключен в материнскую плату и сразу показывает правильные обороты и регулируется должным образом. Большое спасибо за то, что смотрите видео до конца и ставите лайки. Не прощаюсь с вами, скоро увидимся.